Далее вопрос от Константина, который благодарит вас за ответы на вопросы о положении Германии за сравнение, как СССР и англосаксы относились к немецкой культуре и идентичности. И немецких зрителей обрадовало обсуждение вопросов, которые в Германии многих интересуют. Но, как пишет Константин, на моем канале были в комментариях и следующие, и провокационные, может быть, вопросы, цитата. Хорошо, СССР не разрушала немецкую идентичность, но почему русские танки подавляли восстание немецкого народа в 1953 году? Кем контролировалась Штази, которая мучила и пытала немецких граждан? Почему стреляли в граждан, которые пытались пересечь границу и выйти из ГДР? Да и русский язык заставляли учить. Конец цитаты. Ну, расхожий штамп «Штази мучила и пытала», ну, да, это... Ну, а как иначе опорочить? Надо что-то такое внедрять, чтобы все это мало чем отличалось. Вот как Сталин равен Гитлеру. Вот. Чтобы ответственность за развязывание войны лежала на Советском Союзе, и Советский Союз можно было бы оккупировать, а его природные ресурсы разделить. Так вот, и Штази тоже мучила и пытала. Ну, это, вообще, кстати, надо сказать, что много исторических мифов, которые циркулируют в обществе. И вот это один из них. Значит, но что существенного в этом вопросе? В этом вопросе существенно, ну да, Россия, русский мир не подавлял идентичность немцев. А что же тогда происходило? Ну, надо понимать, что мы живем не в химически чистой среде, когда химически чистые элементы взаимодействуют друг с другом. Мы живем в сложных социально-политических конструкциях. И в частности, Советский Союз, он не был под управлением большевиков, он был под управлением сложного такого союза между большевиками и другими политическими течениями, особенно присутствовали троцкисты. И Хрущев, между прочим, он был последовательным троцкистом, потом на какое-то время размежевался лично с Троцким, но троцкистские методы управления у него никуда не делись. И, соответственно, этому, когда я рассказывал о том, что Сталин понимал, что марксизм не надо нести на всю территорию Европы, и что нужно сначала этот марксизм изжить у себя, а начать строить нормальный коммунизм, и потом с этим идти в Европу. И ведь Европу привлекало именно вот это. То, что в Советском Союзе уже удалось, несмотря на противодействие троцкистов, которые организовали так называемые сталинские репрессии против всего населения, вот. Несмотря на эти репрессии и вообще сопротивление развитию Советского Союза, удалось что-то сделать в плане построения коммунизма. Это было привлекательной стороной. Но когда две государственности, Советского Союза и государственность другого государства сталкивались, вернее, соприкасались между собой, то они соприкасались во всей полноте функционирования этого механизма. И то, что осуществлялось в качестве подавления коммунистического строительства в Советском Союзе, в полной мере проявлялось и в отношениях вот этой правящей номенклатуры по отношению к республикам. И строительство всех народных демократий шло на основе именно, идеологической основе именно марксизма. И строился прежде всего коммунизм по воззрениям Маркса. И соответственно этому не могло не быть вот этих самых извращений и проведения отношения политики русского мира к народам. Да, в целом это выглядит так, но были отдельные процессы, подчас очень значимые, которые проявлялись по отношению к различным народам. И поэтому, естественно, что
те механизмы, которые использовались для подавления сопротивления властным группировкам внутри страны, у нас, например, расстрел, демонстрацию в Новочеркасске, солдаты не хотели стрелять, и они не стреляли по людям, но тем не менее и погибшие были. Поэтому говорить о том, что русские танки разогнали демонстрацию, а откуда она вообще взялась? Вы понимаете, что если бы не было организационного мероприятия, осуществленного с участием именно государственных механизмов, которые потом подавляли это, не было бы ничего. Ведь в Новочеркасске в принципе не было никакого восстания. А в Германии было и, не восстание, но народные волнения, которые в принципе были организованы с участием государственного управления ГДР. Но это факт, и никуда от него не денешься. А потом государственная машина это же и подавила. Троцкизм и марксизм присутствовал во всех сферах, и поэтому были как позитивные моменты строительства нормального русского мира и политика строительства коммунизма, так и было наличие различных процессов управления, которые проводили троцкистские и марксистские системы в управлении как Советского Союза, так и в странах народной демократии. Все это было. И вот эти вот вопросы надо понимать. Что нет, вот понимаете, а то вот Советский Союз. А что, Советский Союз был идеален? И в Советском Союзе все нормально происходило. В Советском Союзе не подавляли ни русский мир, ни строительство коммунизма. Как борется с русским миром, как с политикой русского шовинизма, когда вытравливали именно русскость из людей? Благодаря вот этими вот государственными механизмами. Это что? Сбрасываем со счетов? Но надо же понимать, какие процессы доминировали и какие процессы были внутри вот этих больших процессов. И вот большой процесс был, это был процесс строительства русского мира и построения коммунизма, общества равноправия. Но внутри этого процесса было сопротивление всеми силами, которые только могли. Это были как внешние силы, на которых ориентировались различные троцкисты, так и были и внутренние силы, то есть люди, поддерживающие иные виды культур, в чем-то не совпадающие с политикой проведения русского мира и коммунизма. Но вот если в обществе в каком-то сохранилась культура рабовладения, она же так или иначе проявится, что и проявилась, например, как трагедия чеченского народа. В чем она выразилась? Эфенди Гитлер обещает, что после своей победы сколько хотите будет русских рабов. Только служите Эфенди Гитлеру. Ну вот вам, пожалуйста. И невытравленный элемент культуры рабовладения, он в полной мере проявился уже в 90-х годах. А так получается, да, вы что-то там обещали, мы ничего не обещали. Мы говорим, мы идем такой дорогой, хотите, присоединяйтесь к нам. Но тогда извините, издержки этого пути, они общие. А не то, что, вы вот там пообещали, что в результате будет то-то, а вот здесь мы столкнулись с таким-то сопротивлением. Это вы виноваты. С какой радости? Мы никого не собираемся завоевывать. Мы предлагаем просто идти одним путем. Путем сохранения всех народов, всех культур, культурной идентичности, развивать всю эту, жить единым русским миром. Когда все народы развиваются, и никто ни с кем не воюет. Но мы не говорим, что вы в этом отношении не должны приложить своих каких-то усилий. В Царствие Божие каждый усилием своим входит. Каждый должен приложить свои усилия и свою лепту. И в этом отношении надо объективно разбираться во всех процессах, которые протекали в Советском Союзе, и как эти процессы сказывались на управлении всем социалистическим содружеством.
И как процессы в социалистическом содружестве сказывались на процессах управления в России, в Советском Союзе. Все взаимоувязано.